друзья! Сегодня поговорим о самом ожидаемом событии для мира велоспорта, конечно же, Тур де Франс. На прошлой неделе был произведен анонс нового маршрута 2024 года, который включит в себя 2 разделки, 8 плоских этапов, 4 холмистых и 7 горных этапов. Большая петля в 2024 году включает в себя 3492 километра с 27 категорийными подъемами. Тур разделен так, что в принципе для каждой из маек будет достаточно места, чтобы продемонстрировать свои навыки. В следующем году организаторы тура преподнесли нам несколько сюрпризов. Так, будет новая страна старта тура, один из этапов будет содержать грэвел-секцию, и что самое интересное, впервые в истории тур закончится не на Шан-де-Элизе перед Триумфальной аркой в Париже, а в Ницце. Давайте посмотрим подробнее. Италия впервые примет открытие тура, и в целом команды проведут в Италии 3 первых этапа. Уже заранее было известно, что первый этап начнется в регионе Эмилия-Романья. Первый этап начнется во Флоренции и протянется до Римени на Адриатическом побережье. Весь этот этап включает в себя 206 километров с 3600 набора, что делает первый этап длиннее и тяжелее, чем в прошлом году. Или в этом, в 2023, конечно же. Маршрут включает в себя 7 классификационных подъемов, поэтому, несмотря на плоский старт и финиш, думаю, что спринтеры не будут претендовать на тумбочку. С другой стороны, после последнего подъема до финиша будет еще целых 25 километров, и, вероятно, некоторые смогут открыть потерю времени на подъемах. В любом случае, сложно предсказать, как в следующем году будет разворачиваться открытие тура. На втором этапе набор высоты не такой большой, но я не думаю, что и здесь спринтеры будут рады данному рельефу, если мы посмотрим более пристально. 200 километров от Чезенатика до Болоньи с 6 короткими некатегорийными крутыми подъемами. Предпоследний из подъемов ведет к базилике Сан-Луки, 1,9 километра со средним градиентом 10,6% и знаменит тем, что включен ежегодно в Джиро дель Амилия. В сентябре этого года на этом подъеме Примаш Роглич сделал свою заключительную решающую атаку и вырвал победу у Погачара и Йейтса. Также в 2019 году он выиграл разделку в рамках Джиро Италии на данном холме. Вероятно, и в следующем году лидер Боры Ханс Гроhe постарается доминировать на итальянских этапах. Однако, в отличие от Джиро, этап тура не оканчивается на данном подъеме, после него проследует еще один некатегорийный подъем. Следующий, третий этап является заключительным в рамках итальянских каникул и будет самым длинным из этапов тура. 229 километров, которые пролегают от Пьяченцы до Турина, который в следующем году также примет финал первого этапа Джиро де Италия. Этап содержит 3 категорийных подъема, и, наконец, на данном этапе спринтеры смогут побороться за подиум и набрать первые свои очки. На 4-м этапе тур, наконец, покидает Италию и входит во Францию, где и начинается раздолье для горняков. Вначале пелотон поднимется до горнолыжного резорта в Цестри, а затем еще выше до Коль-ду-Галибье на 2600 метров с финишем у подножия горы на Валуа. Большой день для генеральщиков. Последний раз финиш в Валуа был в 2019 году, где Наро Квинтана забрал этап после солидного отрыва. Следующие 2 этапа дадут возможность спринтерам вновь показать свои способности, так как тур уходит вглубь Франции, где более пологий рельеф. 7-й этап представляет собой разделку, первую из 2 в данном туре. 25,3 километра с практически плоским рельефом и одним торчком на 1,5 километра. Посмотрим, сможет ли Винигор вновь доминировать на разделке, как в этом году. Для меня, как спортивного физиолога, тур 23 года был просто триумфом человеческих возможностей и физиологии, чего только стоит баталия между Винегором и Погачаром, учитывая различные источники, то что они ехали 20 минут со средней мощностью 7,9 Вт на килограмм, что делая этих гонщиков машинами. Кстати, на французском языке машина означает «la machine». Ребята сделали очень крутой коллаб с Jumbo-Visma на 23 год и выпустили очень крутой мерч. Ссылочка в описании с промокодом на 10%. 8-й этап вновь представляет собой плоский рельеф и более подходит для спринтерской разделки.
имея холмистое начало и более плоский остаток участка. 9-й этап завершается первым днем отдыха, и он стартует в Труа. Именно данный этап нам показывает то, что организаторы Гран-тура пытаются следовать современным веяниям в велоспорте, так как данный этап содержит целых 32 километра гревел участка, разделенного на 14 сегментов. Данный этап использовался в 2023 году в женском Гран-туре, и как мы видели, конечно, здесь невозможно выиграть гонку, но можно много потерять, так как на данном покрытии может произойти все, что угодно. После дня отдыха 10-й этап оканчивается в Сен-Аман-Монро, где Кавендиш выиграл свой 34-й этап тура в 2013 году. Посмотрим, сможет ли Кэв в этом году побить рекорд Меркса и забрать еще один этап в свою победную копилку. Я был очень рад, что Кэв подписал на следующий год одногодний контракт с Астаной. Как по мне, один из самых тяжелых этапов будет 11-й на следующем туре. 211 километров с 4350 метров набора. Особенно будут интересными последние 50 километров с двумя категорийными подъемами. 12 и 13 этапы вновь будут плоскими, и 13 этап оканчивается в городе По, который уже 63 раза принимал одни или иные этапы различных туров. 14 этап также начинается в По, и затем тур уходит в Пиренеи с набором 3900 метров на 152 километра, оканчиваясь в Сен-Лари-Сулан. Но это все ничего по сравнению с 15-м этапом и его 4850 метрами набора с финишем на плато де Бей. Финиш представляет собой 16 километров со средним градиентом в 8%. На вершине данного подъема забирали победы такие легенды, как Марко Пантани, Альберто Контадор и Лэнс Армстронг. После набора 9000 метров за 2 дня гонщики уходят на второй последний день отдыха перед решающей финишной неделей Гран-тура. 16-й этап, пожалуй, вновь отойдет кому-то с зеленой майкой, а вот 17-й этап нас вновь возвращает в горы, оканчиваясь подъемом в 7,5 километров и средним 8% градиентом в Супер-де-Вальвьи. 18-й этап оканчивается довольно-таки длинным спуском, который может дать повод для хорошего отрыва, особенно для Тома Питкока, учитывая его скиллы на спусках, что мы видели в 2023 году. 19-й этап довольно-таки короткий, всего 145 километров, однако с 4600 метрами набора, что может сказать решающее значение в борьбе за желтую майку, учитывая общую усталость гонщиков и генеральщиков. 20-й этап начинается в Ницце, которая и принимает решающие финальные выходные Гран-тура. Этап всего 133 километра, однако содержит 4 средних категорийных подъема. Как раз таки здесь Погачар в 2023 году сделал свой победный отрыв от Гадю и Виннигора. Заключительный 21 этап будет еще одной разделкой, а именно горной разделкой, которая стартует в Монако и оканчивается на знаменитой английской набережной в Ницце. Если будет такая же разбежка между генеральщиками, как и в прошлом году, то данный этап, конечно, будет очень напряженным. Что ж, тур обещает быть крайне интересным. Стоит также упомянуть женский Тур де Франс, который стартует позже мужского, и он также несет в себе новшества, в том числе, например, 2 этапа в один день. Женский тур представляет собой, конечно, более короткую версию мужского и составляет всего 8 этапов, и оканчиваясь на знаменитом Альп д'Huez. Что ж, пишите в комментариях, какие ваши претенденты на желтую майку, сможет ли Погачар побить Виннигора наконец, или может быть кто-то другой станет обладателем желтой джерси. Увидим, всем пока!